Всем привет, дорогие друзья! Решила сделать конфеты из моркови для детей. Все, что мне необходимо, вы видите на столе. Вот здесь у меня литр воды, килограмм сахара уже насыпала и килограмм морковки. Сюда же добавлю корицу. Кастрюлю взяла специально такую, знаете, низкую, с широким дном, таким плотным дном. Несколько семян. Как вкусно! Это кардамон, или кардамон по-русски. Ну, давайте для чистоты эксперимента посчитаю, сколько у меня здесь. Так, 2, 4, 6, 8, 10. 10 этих коробочек. Я достала молотую гвоздику. Ну, давайте добавим такой, знаете, целые зернышки. 2, 4, 6, 8. Ну, тоже 10 штук примерно. Хотя, в принципе, это, ну, знаете, не важно. Сейчас я поставлю сироп вариться и порежу морковку. Морковь режьте так, как вам удобно. У меня есть вот такой ножик, поэтому буду резать им. Толщина примерно полсантиметра. Вот такими кружочками всю морковку сейчас порежу. Старайтесь выбирать морковку более или менее одинаковую, чтобы как бы, ну, знаете, чтобы она варилась и сушилась у вас потом одинаково. Так, все, сейчас порежу и вернусь. Морковку попробовала, сладкая, больше сахара добавлять не буду. Ну вот, друзья, порезала вот такими кусочками. Видите, сейчас положу морковку в кипящий сироп. Так. Я решила добавить, друзья, еще вот буквально по 3-4 штучки специй. Как-то мне прям совсем не пахнет. Поэтому я добавила еще, наверное, по несколько гвоздичек и... Все, с момента закипания морковку поварю 20 минут. Потом выключу и к вам вернусь. Убавила огонь, чтобы просто слегка кипело. Накроем крышкой и поставлю таймер на 20 минут. Друзья, аромат необыкновенный. Можно было еще ванилин добавить, но это уже как хотите. Еще 10 минут. Итак, друзья, почти 20 минут прошло. Я пару раз перемешала морковку. Как я уже сказала, аромат просто необыкновенный. Попробовала сироп на сладость. Он не очень густой, но он еще загустеет, поскольку варить морковь мы будем по типу 5-минутки. То есть вот сейчас прошло 20 минут, она еще твердая морковь. И я выключу плиту и дам моркови полностью остыть. Примерно 4-5 часов. Как только она остынет полностью, будем варить еще раз. Вот вы слышите, таймер сейчас запищал. Все, крышечкой накрываю и дам полностью остыть. Так, прошло, наверное, больше, чем 5 часов. Совершенно, это, хотела сказать, варенье, морковь совершенно остыла. И я сейчас поставила ее варить второй раз. С момента закипания поварю ровно 20 минут, потом выключу и оставлю до завтра. Сейчас у меня уже 8 часов вечера, поэтому, ну, уже 5 часов я, конечно, не буду вставать в 3 ночи и доваривать, поэтому до утра оставлю. Воды не добавляю, сахара не добавляю, просто вот так оставлю остывать до утра. Еще один раз, друзья, утром, это уже второй раз, с момента закипания на 20 минут. Потом выключу и опять оставлю остывать в этом же сиропе. Так, все, друзья, посмотрите, я уже выключила, и у меня, упс, это у меня вот здесь вот прилипла эта ложечка. Смотрите, я выключила, и все равно у меня еще кипит. То есть сироп густеет, воду не добавляла, ничего не убавляла, ничего. Вот, смотрите. Морковка уже, она как бы мягче становится, но еще не такая, не готова она.
Вот, все, сейчас закрою крышкой. Это сколько раз я сказала? Второй раз я варила. Сейчас крышечкой закрою и дам опять остыть 4-5 часов. То есть, сейчас у меня времени-то, у меня сейчас 10 часов ровно. Ну, значит, после обеда еще раз сварю. Вот, смотрите, все еще даже булькает, видите? Ну вот, друзья, смотрите, уже 4-й раз варю. Жидкость убывает. Сейчас 20 минут поварю и оставлю опять на 5 часов остывать. Ничего не прилипает, все отлично. Так, ароматно все, классно. Всем привет, друзья! Итак, подводим итог. 4 раза варила по 20 минут и выдерживала по 5-6 часов. Когда 6 получалось, когда 5, когда ночь. Вот сейчас у меня утро. Вчера вечером последний раз поварила и вот сейчас до утра оставила как бы в этом же сиропе. Сироп очень густой. Сейчас посмотрите, какой густой сироп стал. Вот. И я выкладываю на бумагу только для того, чтобы ну, как бы немножечко стекла эта жидкость, сироп стек. И потом уже переложу в сушилку. Вот. Чуть-чуть обсушу. Иначе просто сироп будет капать. Вот прям немножко. И к тому же у меня все, наверное, не поместится сразу, поэтому вот так оставлю и пусть как бы стекает сиропчик. Еще раз повторюсь, что очень ароматно получилось. Кстати, вот интересно, что еще можно так приготовить, кроме морковки. Морковку лучше брать такую, знаете, вот мне кажется, среднюю такую, знаете, чтобы взял, откусил и все. У меня получились разные, но это не важно. Они тогда и будут им сохнуть одинаково. Вот некоторые прям, это, знаете, развалились. Вот видите, кусочки. Я вот так поднимаю на дуршлаг. Сейчас покажу. Ой. Вот так, смотрите, на дуршлаг поднимаю, даю немножечко стечь. И потом выкладываю на бумагу. Наверное, вот на бумагу можно было не выкладывать. Вот вы как думаете? Наверное, можно было сразу выкладывать в сушилку. Просто, или если у вас сушилка такая, знаете, можно положить бумагу на эти, как они называются, на решетки, то можно, конечно, сразу выкладывать. И, кстати, вот прямо можно сейчас на бумаге положить в духовку и сушить при 80 градусах примерно час. Так, чтобы морковь не прям была сильно сухая, такая, знаете, подвяленная. Тогда она вкуснее. Интересно, в этом сиропе можно еще одну порцию сварить? Я думаю, можно. Вы как думаете? Смотрите, какой классный сиропчик. Так, все, сейчас вернусь. Вот и все, друзья, поставила в сушилку и буду сушить, наверное, пару часов как минимум. Что-то мне плохо. Ага, все. Вот, наверное, пару часов как минимум для того, чтобы, ну, подвялить слегка. В следующий раз просто через дуршлаг откину и все. Тут, конечно, много жидкости осталось на бумаге, но можно было просто на дуршлаг откинуть и все дела. Просто морковка очень нежная, поэтому осторожно, если откидываете, то чтобы она не поломалась. Ну вот, друзья, конфетки подсохли. Я их пересыпала сахарной пудрой и переложу сейчас вот в коробочку. Плотно накрою крышкой. Если у вас их немного, я думаю, что съедят их сразу, быстро. Вот, я уже делаю вторую, кстати, порцию, поэтому сразу вам советую делать 2-3 порции. Очень вкусные получаются конфетки. Они не твердые, такие, знаете, ну, как сказать, упругие. Вот, очень вкусные. Морковью не пахнут, пахнут специями. Вот. Классная, короче, классная вещь для детей. Очень полезно, вкусно. Вот видите, много сахарной пудры осыпается. Можете, в принципе, сахарной пудрой не посыпать, если хотите ограничить количество сахара. Они и так получаются очень вкусные, такие, знаете, ароматные, поэтому можно и не пересыпать. Единственное, что без сахарной пудры они все-таки слипаются. Сахарная пудра немножко их, скажем так, ну, разделяет друг от друга. Вот так.
just leave.